Привет! Сегодня у нас четвертый день разработки, по большому счету. Ну, давайте нет, скорее пятый. Давайте скорее все-таки пятый, потому что третий день прошел в каком-то бесполезном, бесполезной войне с Клайном, так же, как и четвертый. А вот нет, по-другому. Четвертый все-таки удался. Почему? Потому что а, получилось стабилизировать приложение. Третий был абсолютно бесполезен, но тем не менее, значит, из-за того, что CodeSpace GitHub жестко вылетал, все-таки пришлось воспользоваться VS кодом. Э, Скачал, ну он у меня был VS код, я его просто обновил, добавил все API, а, ключи для клода в разных от разных провайдеров. Но самое интересное, знаете, что обнаружил очень классный прикол. Оказывается, ну, скорее всего, вы знаете, но тем не менее, сейчас я вам покажу. Значит, есть тема. Так, нет, 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 не там. А, Есть так называемый Copilot в GitHub. И в нем есть возможность взаимодействия на уровне O1 превью, O3 mini, кстати, появился превью, GPT-4o и Claude 3,5 Sonnet. А, и Copilot, я даже не знаю, для чего он хорош, он еще, короче, не доделан, давайте так. Он что-то может сделать, где-то что-то помочь, но целиком и полностью ориентироваться на него как на инструмент, главный и единственный инструмент разработки — это такая вся история. Поэтому, но в нем есть что? В нем есть, он есть платный, есть бесплатный. И в бесплатном, так, где compare pricing? Сейчас, нет. Вот. Видите, чего есть интересная тема? У него есть 50 бесплатных запросов к любой из моделей. Видите, а самое-то главное. Нет, видите, XS2 O1 и O3 Mini нет. Значит, есть что? Значит, получается, есть GPT-4o и доступ к Claude 3,5 Sonnet. 50 запросов в месяц. 50 запросов — это, с одной стороны, немного, а с другой стороны, это замечательно, потому что на самом деле, если вы только стартуете, хотите вообще в целом проверить эту историю, то, пожалуйста, вот вам вообще бесплатная история. Вы либо скачиваете, короче, единственное, что вам надо сделать, это зарегистрироваться в GitHub, либо запустить CodeSpace, да, опять же бесплатно, и у вас есть 60 часов в месяц бесплатно в CodeSpace. Либо же скачать весь код, установить себе Copilot и Klein. Что делаем дальше? Так как я уже сказал, то что Copilot не сильно сам по себе интересен, но при этом что есть?
А, Мы заходим в Klein, идем в settings и в API провайдерах выбираем чуть... Она только-только у них появилась, буквально, я так понимаю, неделю максимум функция. У них появился VS Code Language Model API как провайдер. А что это значит? Это значит то, что нажимая э, эту тему и выбирая, видите, чего здесь у нас? У нас здесь как раз Claude Sonnet есть. Выбирая его, мы получаем бесплатное использование в виде 50 запросов в месяц Claude Sonnet. И это на самом деле очень круто. Очень круто. 50 запросов вполне себе хватит сделать что-то, если вы правильно и четко структурируете, что вы хотите, за 50 запросов вы это сделаете. То есть, перевожу, вы, давайте сейчас так и сделаем. Где? Так, да что ж такое? Сейчас все объясню. Так, чем мы еще пользовались? Блин, а тут нельзя, что ли, в этой форме писать? Да. Такая история. Ладно, давайте тогда идти текстом.
Значит, у нас какая история есть? Какая есть история? Так, ну здесь не пишется. Сейчас мы... Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я точно не помню, потому что, видите, здесь не пишет, сколько конкретно доступно сообщений в Viziro.dev. Ну, условно говоря, давайте так, где-то штук, наверное, давайте вот так вот, 7. Тоже 7 примерно. Значит, какая у нас история? У нас есть возобновляемый ресурс бесплатный в виде bolt.new, либо v0dev, которые нам предоставляют около 7 сообщений в день. То есть каждый день можно бесплатно, совершенно спокойно, ведя проект, продолжать разработку. Продолжать бесплатно абсолютно разработку. Есть еще Lovable и Windsurf, но они одноразовые в плане бесплатного фритира. То есть у них то ли 10, то ли 20 сообщений есть. Но потом все. Потом они обрубаются. У них нет возобновляемости. Сейчас. У них нет возобновляемости бесплатного использования. И как только вам, условно говоря, наскучит, или вы поймете то, что вы уперлись в потолок разработческих возможностей Bolt и Viziro.dev, у вас появляется 50 бесплатных сообщений, связка Klein, который бесплатный, да, просто это расширение в VS Code, и Claude 3.5 Sonnet. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, вот этот вот фритир, и будет ли он изменяться. Но пока вот такая есть интересная история. И это очень круто, да. Есть еще курсор, да, его активно рекламируют, но у него очень все просто. Заметьте, у него ровно те же самые параметры, что и у GitHub Copilot. То есть они тупо подключили вот эту вот историю. Ровно так же, как Klein использует это дело. 2000 здесь просто вот не написано. Вот, все, да. Real-time code suggestions. То есть в чем прикол? 50 на 2000. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что у вас есть бесплатно 50 возможностей инпута, да, то есть 50 возможностей
в месяц дать задание директивное. Но при этом, да, сам, сама EDI может интерпретировать и стараться выполнить ваши задания до, до 2000 раз в месяц. То есть, по большому счету, это очень хорошие параметры, чтобы безболезненно попробовать эту историю. То есть вы можете, к примеру, от 1 до 7 дней, в зависимости от того, когда вы упретесь в потолок данных моделей в части разработки, спокойно на возобновляемых историях обитать на bol.new и v0dev. И потом, да, можете закончить вполне себе проект, перейдя в VS Code и добив его в VS Code. То есть, давайте посчитаем. У нас получается, значит, либо у нас 7-48. Я правильно посчитал-то, господи, боже мой. Или 49. Кошмар какой. Секунду. 49. Так, только ты меня не удаляй, все. У нас с вами здесь есть от 7 до 49 сообщений, да, ну, допустим, вот за неделю можно сделать. И здесь мы получаем тоже, да, то есть у нас оверолом
Так, а что-то плохо, да, видно? Сейчас, сейчас. Вот, так получше, да? То есть, вот у нас история, которая нам, да, у нас есть абсолютно бесплатная, а, абсолютно бесплатная тема, как можно, по большому счету, а, действительно, 99 сообщений за месяц, это на самом деле, с одной стороны, на крупное, конечно же, не хватит, да, то есть здесь не надо себя обманывать, на крупное приложение не хватит. Но на вполне себе не статическую страничку, с подключением какого-то API и так далее и тому подобное, а, этого достаточно. При этом мы можем расширить нашу историю а, через, через еще кое-что. Сейчас я вам покажу. Значит, каким образом мы можем сделать некий, давайте так, оп, а, давайте AI, назовем это автоматическим, да, development flow. Имеется в виду то, что вот в этой истории мы лишь даем команды, то есть мы ничего никуда не добавляем, ничего никуда не вставляем и так далее. Но при этом у нас есть следующая история, то что у нас есть некий сет расширения. Так, сейчас мы попробуем в мира с помощью AI собрать картиночку.
Так, ну что скопал, да. Так, ну давайте посмотрим, сможет ли он сие сотворить. Будет интересно. Я расскажу, что я написал, вот по факту, чего он тут нам нафигачит. Так. А, кстати, неплохо, кстати, неплохо. Сейчас, давайте проверим логику. Что я сказал? Я говорю, то, что мы стартуем нашу разработку. Мы стартуем нашу разработку с того, что мы с вами пошли и начали что-то делать в bolt.new либо v0dev. Да? Дальше, если мы с вами столкнулись с... Вот интересно. Вот смотрите, да, Miro AI. Ну ладно. Если мы с вами встряли, застопорились, либо на том, то, что мы устали использовать, ну, нас не устраивает скорость разработки в части того, что там всего лишь 7 бесплатных сообщений, может быть даже и меньше в рамках того же самого Ball.new, 200 тысяч токенов, это на самом деле крайне такая маленькая история, это может быть и 3-4 сообщения в день. Если мы устали от скорости, либо Ball.new или V0dev не могут, они столкнулись с той проблематикой, которую они не могут решить, да, то есть unfixable errors, мы с вами ну, ну да, вот здесь, знаете, как не совсем так. Здесь должно быть вот так. Да, то есть мы говорим или и. Сейчас.
Да, все-таки немножко написал нам не то. Ну, сейчас заодно и поправим. Это не проблема непосредственно AI, это вот так нам надо сделать. Оп. И, ну здесь тогда оп. Вот сейчас вот так. Итак, мы говорим, если мы или встряли с неразрешаемыми проблемами при разработке, да, то есть ошибки, которые нельзя полечить, либо же мы устали от фритира, то мы скачиваем проект, идем либо в VS Code, либо в CodeSpace, ставим Klein plus Pilot Extensions, да, то есть мы ставим Klein плюс Copilot, дальше мы выбираем выбираем Copilot VS Code LM API в Klein как API провайдера. И давайте вот здесь кое-что вставим. Так. Далее, если мы с вами уперлись в фритир, потому что мы здесь в меньшей степени упремся в неразрешаемые проблемы. Это очень такая история редкая, но тем не менее можно использовать вот эту вот тему. Если мы с вами не уперлись, да, никуда, то продолжаем кодировать, да, и здесь у нас что? Правильно, нам надо кое-что добавить. Вот так. Так. Сейчас. Тык-тык-тык, тык-тык-тык, тык. Если мы уперлись в бесплатные сообщения, то мы идем в Google Studio и начинаем там, да, Continue Development. Если мы сталкиваемся в Google Studio с проблематикой того, что не можем что-то полечить, то мы идем в DeepSeek или QNLM, находим решение и продолжаем кодировать. Здесь нас что ждет? Здесь нас ждет, значит, ну и все, да. Здесь у нас что? Нам надо здесь вот так тык-тык-тык поставить, да. А дальше мы получаем профит, да.
Вот наш некий план абсолютно бесплатной разработки. При этом вот здесь, если мы упремся, мы можем использовать также но тут вопрос, здесь надо, конечно, смотреть. Есть и давайте вот так. Либо мы с вами идем в Google AI Studio и продолжаем кодировать. Либо же мы можем сделать что? Мы можем сделать... Мы можем воспользоваться бесплатными API-провайдерами, но они крайне сильно ограничены. То есть у нас есть по сути тот же самый Gemini. а, Мы можем подключить через API, получив API-ключ в Google AI Studio Gemini, но он там очень сильно ограничен, и он сразу, вот я сколько раз не пытался, он что-то у меня сразу вылетал в квоту. То ли там окно контекста маленькое, то ли еще что-то. Я этим сильно не пользовался. Почему? Потому что не было необходимости, потому что я только на Клоде обитаю и все остальное использую только лишь как некое подспорье. Но тем не менее, заметьте, вот вам а, план полноценной разработки. Что это значит? Это у нас не абсолютно. Давайте так. То есть полноценная Zero Code, полноценная разработка с нулевым знанием кода. Звучит немножко, конечно, кликбейтово, но тем не менее, если вы делаете что-то простое, то вы вот в таком формате, а если, тем более, если вы хоть что-то понимаете в коде, хотя бы чуть-чуть, вы не разработчик, ну, допустим, тестировщик, либо
юный разработчик или новый разработчик, который только-только учится и так далее. Вот если вы можете хотя бы немножко делать код-ревью, хотя бы понимать, что там написано, хоть какие-то там понимать строение алгоритмов, функций, рекурсии, ну, рекурсия, ладно, сложно, не нужно. Даже асинхрон можно это, сильно им не упарываться. Вот если вы хотя бы понимаете, что такое функции переменная и как они используются, а, вас вот здесь, да, вот в этой истории может ждать успех. По крайней мере, вы сможете собрать за пару недель, давайте так, ну это потолок. Если вы что-то собираете легкое и простое, вам достаточно 3-4 дней максимум первый раз. Первый раз. Каждый последующая разработка будет много быстрее и много проще. Вот. Вот она история. Все. Пожалуйста. Абсолютно бесплатная. Вы здесь не тратите ничего. Ничего вам здесь не нужно, кроме вас самих. Так, с этим разобрались. Это хорошо. Давайте-ка мы продолжим историю с тем, с чем... а, С тем, с чем должны. Значит, сейчас, секунду. Ничего не видно, да? Сейчас. Так, мне здесь надо кое-что починить, но перед тем, как что-то чинить, я вам хочу продемонстрировать, что же у нас получилось. А получилась у нас, собственно говоря, вот такая вот история. Так, сейчас. Как бы, давайте вот так вот сделаю, чтобы было видно. Вот так. У нас абсолютно рабочая история. Кое-что не работает, да, давайте сразу. Кое-что, как обычно, блин, не работает. Я его только запустил, поэтому мало информации поступило. Я до сих пор не увидел ликвидации. Не знаю, есть они вообще, нет. Посмотрим. У нас, блин, оно, конечно, притормаживает добре. У нас есть проблематика с current price, и пока вот не работает, я как раз сейчас чиню вот order book индикатора, не пашет. И ликвидации я что-то так и не увидел. Но тем не менее, у нас есть график, у нас есть time and sales tape, да, то есть мы видим, ну, практически в прямом режиме. Почему? Потому что здесь все-таки есть программно установленные задержки, чтобы, видите, он как тяжело идет, ему как-то тяжко, я не знаю почему, но разберемся с этим делом чуть позже. Может быть, надо какое-то кэширование сделать, может быть, надо завести базу данных, чтобы туда все складывалось, потому что сейчас
не было такой задачи. И, ну, есть некий такая вот какая-то фигулька. Значит, цена есть, хорошо. Э, Трейдинг волюм тоже идет, тоже окей, но надо смотреть, здесь я не проверял на правильное отображение. Точно ли у нас сейчас больше покупают, нежели чем продают? Не знаю, надо вот эту тему проверять. Net volume. Так, с net volume какая-то качеля. Что-то поломалось. RSI вычисляется. On balance volume тоже вычисляется. Формулу еще не проверял, ну, какие-то что-то тут идет. Крупные сделки отображаются. Кумулятивка по проторгованному объему есть. Тоже пока не проверял. Была задача это дело стабилизировать. Order book показывается, но пока в крайне, честно говоря, непонятном виде. Вот, но тем не менее оно работает, черт побери, оно работает. Ясное дело, что все такое пока не клиентоориентированное, но тем не менее. У меня остался час с прошлого дня. Я его просто продолжаю. Нахожусь сейчас на как раз бесплатном Copilot режиме. Посмотрим. Вчера уперся в квоту. И я, честно говоря, не понял. Вернее, как я вчера находился в бесплатном Copilot режиме. Дальше я посмотрел, а сколько стоит. И знаете, тут такая история интересная. А, Они о чем говорят? Они говорят то, что если ты берешь за 10 баксов в месяц их про тир, вы посмотрите, они говорят, что здесь бесплатные, бесконечные сообщения и итерации. А самое главное, вот видите чего? Получается, я за 10 долларов в месяц получаю бесконечный клод 3.5 сонет. Давайте так, чтобы вы понимали, сколько я потратил в этом месяце на платную историю. Всем покажу. Вот, чтобы вы понимали, я положил за этот год, за январь я положил 60, 72, 96, ну 90 там 8, 100 баксов я положил. И при том, что, заметьте, 60 с копейками баксов я положил 29-31 января. Вот сегодня у нас 5,
А на самом деле 3 февраля они у меня уже закончились. Они у меня уже все потратились. А, то есть на самом деле разработка на Сонете, она может стоить в рамках пэт-проекта или еще чего-то довольно-таки больших вложений. Вот. И если вот это правда, если вот это правда, то вы представьте, 100 баксов может хватить на 10 месяцев, и это какое-то чудо чудное, потому что и Real-Time Code Suggestions Unlimited, да, и здесь Unlimited этих бесплатных, ну, Unlimited сообщений в чат. Поэтому я взял себе вот этот вот тариф, ну, потому что, блин, он реально дешевле в 10 тысяч раз дешевле, нежели чем прямой доступ к API. И так, типа мы что-то там починили. И попробую использовать его. Да, то есть вот смотрите, мы заходим вот сюда, Settings, вот выбираем VS Code LM API, и вот Copilot Claude. Copilot Claude. При том, что здесь и есть другие модели, пожалуйста. Вот O3 Mini есть, да, там 3.5 Turbo, но это, конечно, дно. Но тем не менее. Давайте глянем, что у нас получилось и чего у нас обновилось. И обновилось ли у нас чего-либо. Нам надо запустить, еще раз перезапустить проект. Для этого мы жмем терминал, новый терминал. Здесь выбираем Bash. Я не знаю почему, потому что так надо. Потому здесь пишем npm run dev, жмем Enter и ждем запуск. Запустился у нас на 3000 хосте, но мы на нем и были. Давайте еще раз перезагрузим и посмотрим, были ли какие-либо изменения. Итого. 10.22, 10.26. Что на 15 минутке? Зависает Net Volume Analysis. Кое-что видно не очень весело. Ликвидации. А я не знаю, ликвидации вообще сейчас есть или нет. Скорее всего, их может и не быть. Нет, они есть всегда, с другой стороны. Просто странно. С ликвидациями, конечно, надо сейчас разобраться будет. И опять у нас Order Book Indicators. Я не вижу решения, да? Нет. Ну, значит, так и напишем. Так и напишем. Единственное, в чем проблематика Copilot, да, то есть и подключение Copilot, он не понимать, он не понимать фотографий. И это, конечно, хреново. Так, data flow is complete, updates, pass туда, indicators should now work properly.
Пу-пу-пу. Переходим в план и говорим о чем. То есть в чем фишка? Мы не можем просто в него кинуть фотку, да, в отличие от нативного API кода. Ну, наверное, они починят это дело как-нибудь. Поэтому нам придется описывать словами. Описывать словами. А, И в части описания словами это, конечно, такое себе, но тем не менее, ладно. Давайте попробуем дочинить. Значит, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Где? Для Net Volume Analysis. Мгм, мгм, мгм. И смотрите, у нас order book depth вообще помер. Так, значит, при том, что видите, вот у нас здесь отсутствие платы, да, то есть у нас есть только э, контекстное окно, сколько токенов отправилось, сколько улетело, при этом у нас нет кэширования, да, но при этом и платы нет. Такая история. Странно, что нет кэширования, потому что, но с другой стороны, это, видимо, такие установки Copilot, как API провайдера. Ну, что делать? Зато 10 баксов в месяц. Посмотрим. При том, что это 10 баксов в месяц с помесячной оплатой. Если там что-то там выбирать год, если выбирать год, там вроде бы 100. Сейчас посмотрим. Да, то есть 100 баксов за год, 10 тысяч, там 11 тысяч рублей, и вы получаете бесконечный клод сонет. Да и даже, давайте так, неважно, клод, не клод, там же от Ремини, там же OpenAI весь и так далее и тому подобное. Ну, по мне так это реально очень дешево, с учетом того, что я за 2 дня убил 100.
не на один, то есть это не на это приложение, да, то есть у меня одновременно было запущено два VS кода и еще кое-что я в других приложениях делал, то есть это на три приложухи, но тем не менее как бы сотка улетела за два, там, за 2-3 дня. История не очень а, экономичная в плане того, что в плане того, что вы можете разрабатывать то, в чем еще пока не уверены, что это вообще выстрелит, да, то есть надо, если вы что-то делаете, если вы, у вас там пэт-проект или еще что-то, вы должны максимально дешево это делать, максимально дешево. Да, можно купить курсор за 20 баксов в месяц, но в чем прикол и виндсерфа, и курсора? За 20 баксов в месяц вам там не дают бесконечных сообщений, вам дают 5 или 10 иксов от бесплатного тира. То есть это если в бесплатном тире полтос, хотя нет, в курсоре там штук, ну окей, там 50 сообщений в месяц. Ну вот у вас будет там 500 сообщений, но это не сверхъестественное что-то. Да, то есть на самом-то деле а, надо искать более дешевые объемы сообщений. И Copilot, ну, пока вот выглядит как... Да, у него ограничения, блин, он не видит фотографий, но он может читать файлы, да. Видите, вот он у нас прочитал файлы, это хорошо. Нам в целом этого достаточно. То есть э, фотки можно кидать в другие API, да, то есть можно иметь платный Anthropic API и взаимодействовать с фотографиями через него. Но основной объем разработки, требующий как раз, то есть планировать, вот давайте так, планировать или хорошо и эффективно искать ошибки в план-моде можно через Cloud API, да, Anthropic API. Потому что он может кэшировать, потому что он может смотреть фотографии, потому что он может использовать браузер use, то есть он может посмотреть, как на самом деле, ну то есть запустить браузер и глянуть. То есть вот в плане того, что и как делать, можно использовать раз Anthropic API. Что делать, то есть что делать, а непосредственно делать можно через Copilot. При этом я не рассматриваю сейчас DeepSeek, потому что, честно говоря, страшновато. Но справедливости ради, э, на днях делал прикол один. Значит, я захотел, сейчас покажу. Есть приложения всякие, VidIQ, TubeBuddy, мистер Бистовское Google приложение, которые анализируют и дают некие саджесты по развитию в YouTube. И они стоят 20-40 баксов в месяц, при том, что весь потенциал, ну, я сейчас физически не выберу. И что я сделал? Я пошел в DeepSeek. Сейчас, где он? Ну, чего ты?
На DeepSeek реально такое ощущение, что идет атака со стороны OpenAI, потому что фишка в чем? Они выпустили свой там O1 или что там было за $200 в месяц, и тут выходит DeepSeek, который его уделывает. И им пришлось сделать O3 Mini, который там в 5 раз дешевле. Почему, как так получается, никто не знает. И на DeepSeek идет мощнейшая DDoS-атака, его взламывают и так далее. Совпадение? Не думаю. И что я сделал? Я зашел в DeepSeek бесплатный и написал, я хочу сделать простое Python приложение, которое будет использовать YouTube API, в котором мы отправим слово какой-то там Binance Doc и получим реквест поисковой выдачи. И также мы получим аналитику по каждому каналу, видео которых мы получили в основном ответе. To make a long story short, тут всякие вопросы и так далее, доработки 5, 10, 25. Но заметьте, это один чат, и он абсолютно бесплатен. Абсолютно бесплатно. В конце концов, мы пришли вон к написанию формул и так далее. И что мы получили? Значит, смотрите. Тык. Мы получили вот такую вот историю. Сейчас загрузится, покажу. Вот мы запустили. Давайте что-нибудь другое спросим ради прикола. Где у нас эта история? Вот YouTube Search. Мы спрашиваем. Ой, это секунд. Где это? API. Вот она, query. Давайте спросим. Что спросить? Давайте спросим. Значит, да, мы спрашиваем, как создать приложение бесплатно с помощью AI. Сори. Второй код. Вот этот нам надо использовать. Да? Хотя нет, это два кода. Короче, тут у меня два кода. Давайте и там спросим одно и то же. Запускаем этот код. Оп. Чудо чудное. Это вообще какое-то просто. Как это возможно? Мы получили. Мы забираем только первые 10 видосов, да, то есть там можно то ли 100 тысяч, то ли, ну, короче, там какое-то бесконечное, но есть ограничение все-таки бесплатности API, поэтому, да, вот наш search, это how to create an app for free using AI. Значит, вот мы получили channel search results, мы получили 10 ченнелов, потому что мы получили 10 видосов. Вот они названия видосов, вот они названия и айдишники этих самых
каналов, да, то есть у нас здесь Flutterflow, Website Learners и так далее. Оно может отличаться от того, что я сейчас пойду в YouTube и забью эту же фразу. Почему? Потому что это не персонифицированный результат. Да, то есть у меня и у каждого из вас, если вы пользуетесь YouTube, он составляет ленту все-таки на основе ваших данных. Здесь запроса как такового, здесь данных истории нет как таковых, да, это API. И он выдает без учета ваших предпочтений. Поэтому это немножко может отличаться, но в целом там видео 5-7 точно будут совпадать. Что еще мы получаем? Мы получаем анализ в разрезе каждого канала. Мы получили сколько сабскрайберов, да, сколько подписчиков, сколько всего видео, сколько всего просмотров, комменты что-то не отображаются, значит, и когда создан канал. И получаем для каждого канала, сейчас у нас здесь раз, два, три, четыре, пять. Да, для каждого канала мы получаем 5 последних видосов с э, аналитикой, ну не аналитикой, а данными, которые есть. Да, то есть видео, title, да, description, то есть название, описание, теги, категория. Кстати, надо категорию расшифровку сделать. Просмотров, лайков, продолжительность, качество, наличие субтитров и так далее. И даже, заметьте, даже самнейла. То есть эти данные мы получили. Но это еще не все. Да? То есть это по каждому каналу. Вот следующий пошел канал, да, Гамма. Вот пошли его последние 5 сообщений. Но, как я сказал, это еще не все. Теперь мы берем второй наш скрипт. Блин, единственное, надо было поменять. Сейчас, сек. Заберем. Оп. Забираем. Идем в main. Где main? Где main? Вот он main. Да. И ставим запрос наш. И теперь мы запускаем. Это аналитический блок, в котором мы пытаемся понять, а стоит ли по этому кейворду, да, то есть по этому поисковому запросу что-то вообще делать. В плане того, что это некий упрощенный анализатор на данный момент. Стоит ли рассматривать какой-то запрос как стоящий того, чтобы на него выпускать видео или, ну, короче, использовать его как видеоидею. У нас здесь что? У нас есть competition analysis, да, то есть мы здесь, так, наверное, херово видно, давайте я больше сделаю. Вот, так получше, да. Делал я это вот вчера, 4.02. Ну, вернее, 4.02 в ночи я это делал, то есть суд прям, так скажем, прям в начале, в начале 4 февраля. Что мы получаем? Вот наша словоформа, о, господи, ключевое, ключевик. Мы смотрим по выдаче, а мы используем 5, так, сколько надо добавить, сколько у нас здесь, 10 вот, да, у нас 10 видосов. Мы смотрим последние недавние загрузки. За последние 30 дней загружен один видос. Это странно. Это что-то какое-то, мне кажется, вранье, надо смотреть. Очень подозрительная история, но тем не менее. Вхождение, прямого вхождения ни в title, ни в description нет. Тегов нет, хэштегов тоже нет. Ну, потому что это
ни для тега, ни для хэштега это не годится, потому что это довольно-таки большая, крайне специализированная фраза, да, то есть how to create an app for free using AI. То есть это точно не хэштег, потому что они короче, да и теги тоже. И типа у нас competition level low. Но при этом мы, а здесь надо тоже будет, кстати, доработать историю. Мы дальше смотрим, анализируем видео. И у нас есть, значит, вот первое видео, да, 5 способов создать приложение бесплатно, No Code Tools. У нас есть View Velocity, это некое усредненное вычисление общего количества просмотров, деленное на общее количество часов существования видео на сегодня. И у нас там 13 просмотров в час. Это инфа, давайте так, средняя по больнице, да, то есть важно вычислять непосредственно реальные просмотры вот здесь, сейчас. И это я чисто накидал формулу так, чтобы, ну, хоть что-то как-то понимать. Engagement score 7,97, ну, такой, считаю, среднячок. Channel Authority, я не помню, какую мы формулу ставили, какую-то формулу ставили. Давайте посмотрим, что у нас за формула. Channel Authority. Вот она, да? Evaluates channel based on subscribers and average views per video, да? То есть мы делаем, что 50 тысяч сабскрайберов, средний просмотр видоса 12,3, да? То есть мы это дело... И что, а как... Что, он, видите, забыл здесь формулу написать, но не суть. Так, где? Куда я делал это дело? Блин, куда я делал? Сейчас. Вот оно, все. Не, все нормально. Вот Channel Authority, да. Единственная проблема то, что он это выводит, но формулу он никакую не придумал. Я его попросил придумать формулы, и он, как и любой LLM, кое-что забыл. И вот здесь он забыл придумать формулу. Но не суть. Значит, не суть. Channel Authority. Дальше у нас performance против Channel Average. То есть идея какая? Мы пытаемся понять, насколько вот этот конкретный видос аутперформит, да, то есть превосходит по совокупному взаимодействию и интересу у аудитории средний уровень последних, насколько я помню, 5 видосов канала, да, то есть мы говорим, что вот current engagement у него 7,97, channel average engagement 1,16, это за последние там 5 видосов. То есть он по engagement в 6,9 раз превосходит. Сильно, кстати, не уверен, что прям 1,16 такая история, но надо смотреть. Возможно, где-то ошибка в формулах, но тем не менее. Главное, что это все выводится. И главное то, что я, если вы посмотрите чат, просто выдавал конкретные задания с включенным R1 и серчем.
И вот мое задание, к примеру, как раз вот про Outperformance Metrics, там, как можно оценивать engagement и comments, вот там, допустим, давай там накидаем вот такую формулу, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И чем приятен R1, и чем, кстати, вот все говорят то, что в чем прикол O3 Mini и OpenAI, они говорят, что модель думает, но они не показывают результаты мышления. То есть, когда вы врубаете R1, DeepSync R1, да, то вы видите вот этот вот субчат, ну, давайте так, сообщение, в котором DeepSeek конкретно показывает, как он мыслит. И вы можете понимать уже на уровне предварительных его умозаключений, в том ли он направлении думает или не в том. И это вообще супер бомба в этом плане. Потому что ты смотришь, понимаешь его логику. Если тебя логика устраивает, ты понимаешь, что и на выдаче код будет тебя тоже, в принципе, может быть, устраивать. Может быть, будут ошибки, но ошибки это вещь, лучшая вещь на свете. Без них вообще никуда. И если же ты понимаешь, что логика не устраивает, это не значит, это в 99% случаев не значит то, что он тупой. В 99% случаев это значит, что ты дал херовое ему задание. Твоя инструкция непонятна. А лучше всего понять инструкцию, насколько она хороша. Ты идешь, читаешь вообще, а вот можно ли то, на основе чего я сказал, сделать то, что я хочу, потому что то, что вы говорите, очень сильно порой отличается от того, что у вас в голове в виде ожиданий. И эта проблема здесь видна просто идеально. Вот оно сообщение, и вы понимаете, как его понял конкретный, ну, как его поняла конкретная LM. Это можно имитировать и в Клоде, и в OpenAI посредством того, что вы говорите после того, как вы дали задание, в рамках задания вы первым делом говорите, а как ты меня понял? И он вам выдает и свое видение, как он увидел. И вот таким фреймингом, так называемым, вы его настраиваете. Если вы понимаете, что он вас вообще не так понял, как вы хотели, ну, берете и пишете, нет, я имел в виду бла-бла-бла. Нет, я вот тут имел это, а вот тут имел то, прочитай и то, подумай еще раз и выдай, как ты это теперь понимаешь. За 2-3 итерации можно прийти к, давайте так, полному единению и пониманию с конкретной LM, что вы хотите и как она это поняла. Оно, она, он и так далее. Итого, продолжаем. Тык-тык-тык, Channel Authority. Так, здесь у нас Performance Rate. Ну все, от Performance Ratio. И в целом тут можно вот на основе теперь этой как бы инфы можно тут добавлять тонну разных интересных формул своих, которые тебе нужны для понимания. И надо понимать то, что вот это стоило ноль, не центы, а ноль, ровно ноль. А, и оно уже закрывает энный функционал таких приложений, опять же, да, как VidIQ, Мистер Бистовская, то ли Tube Monster, ну что-то такое там, или Tube Beast, и Tube Buddy и так далее. Вот. И это все было сделано за, ну, буквально там 20 минут. Давайте так, я дольше придумывал реально, что и как надо преподнести, нежели чем писался код. Код пишется там 20-30 секунд. То есть он 20-30 секунд
размышляет и там, не знаю, там 10-15 секунд пишет код. Все, вся история. Очень круто. Это, ну, просто реально это какие-то прорывы за прорывом. И это действительно, как все говорят, это только начало 25 года. Вот сегодня 5 февраля. Ребят, к концу года, если гонка искусственных интеллектов продолжится, она, скорее всего, продолжится, а, нас ждет очень интересное изменение будущего. Действительно будет очень забавно. С учетом того, что говорят разные интересные говорящие головы в Ютубе, скоро будет новый виток. Новый виток событий интересных событий и переосмысления нашего с вами бытия и нашего с вами миропонимания. Так, ну что, давайте смотрим. Так, что у нас там вообще починилось? Хоть что-то? Просит. Максим, окей, да давай, делай. А, Что я хочу сказать? VS Code и сам PSEC Line, конечно же, пипец как быстро работают на компе. Но у меня относительно мощный комп. И здесь скорость редактирования кода просто какая-то, вот посмотрите, вообще просто это все, он вот это делает раз в 10 медленнее на самом простом кодспейсе, да, двухъядерном, сколько там, 8 гигов, что ли. А, Ну, это и понятно, у меня здесь сколько, у меня тут то ли 24, то ли 36 ядер, не помню, и 64 оперативы, но при этом он это все не съедает, это я не знаю, сколько он ресурсов использует, но делает крайне быстро, крайне четко. Вот. Поэтому, если у вас относительно, ну, если у вас комп лучше, чем CodeSpace, можете использовать VS Code. Но, если вы стационарно, да, обитаете, но когда если вы передвигаетесь, и в основном на ноутбуках, а в чем прикол? Каждый день за компом сидеть тоже утомительно. И порой тебе нужно просто полежать. Да, то есть есть высокопроизводительный режим работы, есть низкопроизводительный режим работы. И вот в низкопроизводительном режиме работы, когда вы просто тупо сопровождаете код, и вам не обязательно сидеть за компом, потому что за полноценным компом, потому что вы не выполнить в параллели ничего, а, допустим, просто валяетесь там, занимаетесь биндж-вотчингом каких-нибудь сериалов и так далее, но понимаете, что в параллели можно на минималках, на вялом что-то сопровождать. Очень хорошо подходит CodeSpace. Почему? Потому что вы берете любой ноутбук, любой, абсолютно любой. Вам достаточно 8 гигов оперативы и более-менее, ну, хоть какого-то там 5-7-летнего проца и SSD-шки, чтобы спокойно, ну и нормальный нет, все, чтобы спокойно запустить CodeSpace не в Chrome, а в Microsoft Edge, потому что Microsoft Edge жрет в 10 тысяч раз меньше объем оперативы и компа, нежели Chrome, потому что Chrome вы на 8 гигах, ну, уже не запустите, ему конец. Ну, вернее, не ему, а вашему компу. Вот. Там можно что-то серфить, но точно не спокойно что-то сопровождать. Поэтому на Microsoft Edge, на Opera, на Brave, ну что вам там больше по душе, спокойно запускаете CodeSpace бесплатно, садитесь вот в Klein, подключаете Copilot, Sonnet API и в спокойном, расслабленном, вялом режиме можно продолжать разработку. Просто краем глаза проверяя, что LM вас правильно понимает.
Так, он в очередной раз что-то сделал. Сейчас посмотрим. Почему? Почему? А что такое? Как так? Так, что у нас здесь происходит? Очень жестко тормозит, конечно. Ну да ладно. Это считается. Ликвидейшенов опять нет. Здесь какой-то подсчет идет. Блин, ордербук, видите, он что-то очень странно. И опять ордербук не работает. Не работает совершенно. Update, implement, price level. Так. Так. Переходим опять. Но, видите, мы уже подкрадываемся к контекстному. Сейчас. Подкрадываемся к потолку контекстного окна, поэтому лучше нам стартануть новую историю. Давайте, чтобы он понимал, так как это у нас новый чат, давайте мы вот это заберем. И скажем, что типа он сделал, чтобы он понимал предыдущую итерацию.
Так. Login, modify group price calculation. Ну, окей. Согласен так. Ладно. Давайте попробуем. Так, как говорится. Тык. Ну, окей. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет, не будет и так далее. Скорость поражает. То есть скорость просто бешеная.
Уж не знаю, что он там запустит, не запустит. Это уже не так сильно, да, влияет. Но тем не менее, это здорово. Чтобы вы понимали, у меня еще сейчас один VS Code открыт в параллели моего внутреннего проекта. И я на нем, собственно говоря, тоже в параллели он у меня работает. Так, ну что, он нам опять рассказывает, что все починено. Все. Сейчас посмотрим. Он молодец, все починил. Так, connected. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы он не упорол все. Самая главная история. Не, Order Book Indicators так и не работает.
Ну потому что у нас ордербук вообще перестал работать. Пум-пум-пум. Так. Давайте-ка мы поступим по-другому. Попробуем его заново скомпилировать. Так, сконнектилось. Пум-пум-пум. Тут что-то считается. Order Book Indicators. Опять нет. И Order Book Dev опять нет. Ну что такое? А, У меня есть подозрение, что мы как раз вот сейчас встали в проблематику, что Клод может не решить эту проблему. Посмотрим. А муж и решит. Но у нас всегда есть запасной вариант.
Если вы хотите на самом деле, кстати, оценивать... Так, чего тут? Тык-тык-тык, тык-тык-тык. Я ему говорю то, что а ты вообще уверен, что этого достаточно для решения проблемы? Чекни свое предложение еще раз с первоначальной проблемой, саморефлексируйся и, если надо, проапдейт решение. К слову сказать, есть замечательная вещь, как OpenRouter. Это провайдер всех моделей API. И если вы хотите посмотреть, на чем люди действительно кодируют, секунду, оп. На чем люди кодируют, вот выбираем программинг, да, то есть, и вы можете видеть то, что зелененький это, да и красненький, это у нас в чем? А, это у нас в днях, да? А, нет, это какой, сейчас, что это такое? Третье, 20, это понедельно, да, скорее всего, понедельно идет история, да. Недельная история, чтобы вы понимали, кто чем пользуется. И пользуются в основном, вот начали пользоваться DeepSeek, да, вот, но заметьте, им попользовались вот на этом уровне и перестали, но зато начали еще сильнее использовать Клод. Понимаете, в чем дело? Это просто к разговору, когда вам рассказывают про каких-то убийц, там туда-сюда, пятое, десятое. Вот она правда. Вот она правда конкретного API провайдера. А чтобы вы понимали, кто такой, что такое OpenRouter, он предоставляет все модели, которые только есть. Вообще все, что хочешь. Все, вообще просто абсолютно. При том, что, заметьте, некоторые модели, Qwen, кстати, как Qwen Turbo, бла-бла-бла, и самое интересное, смотрите, он предоставляет DeepSeek R1 бесплатно. Бесплатно. Тут, наверное, скорее всего, какие-то есть ограничения. Хотя, блин, контекста, но он, скорее всего, ну, надо смотреть, может, он хреново кодирует. Вот он, DeepSeek R1 не бесплатный, дороговат, но и странно. Это, хотя это тоже от DeepSeek, не знаю, может, обновленка какая-то. Это 10 тысяч, 10, почти 11 этих миллиардов токенов, здесь 7,5 миллиардов токенов. R1 Nitro совсем мелкий, безумная цена, его, наверное, скорее всего, никто особо не использует. Сколько стоит Клод? Сонет. Это хайку. Давайте, вот. Но так как Sonnet обеспечивает только антрофик, да, вы, чтобы понимали, вот смотрите, вот он, Sonnet, у него 134 или там 144 миллиарда токенов. Это вот к разговору о том, что знает эта модель, да,
и насколько, сколько она всего понимает. Мы берем Gemini, сколько Gemini? Так, ладно, Gemini нет, потому что вот он. Это, ну, блин, не знаю, неужели там всего 2000 токенов? Странно. Вот он, Experimental Free. Тоже, кстати, бесплатно предоставляется. Вот он, да-да-да. Здесь 5 миллиардов токенов, а там 144. А, а мы можем по... А, нет, здесь такого нет. Ладно. GPT. Ой, что я говорю? Тьфу, все, сори, чушь собираю. Это, видите, это за эту неделю, tokens this week. Сколько использовано? Все, сорямба, накосячил. Ну, не суть. Давайте по-другому. Сколько за эту неделю потрачено токенов? 10 миллиардов, 7,5 миллиардов, 1 миллиард кто-то тратит. Ну да ладно. Что тут есть? GPT 2,2. Вы понимаете? Клод. А, Это хайку. Хайку. Вот, Клод. Нет, сейчас где Клод? Да, 134 и 144. Вот что используют. И вот на чем разрабатывают. Да? Да, там какие-то others есть, но это в целом тут совершенно разные. Видите, здесь есть и ролплей, и программинг, и маркетинг. В маркетинге чем заняты? Когда-то в прошлом году был, понятное дело, OpenAI. Лама 3.2, 20 января, пожалуйста. Лама 3.2. Маркетинг это Лама 3.2. Маркетинг SEO. Gemini, Лама, ну, Лама 3.2 пошла. Опа, Gemini, DeepSeek. То есть, по-хорошему, чтобы вы понимали, DeepSeek уже отжил свое в текущей версии в рамках действительно полноценных разработок и доработок. Вот мы берем программинг. Science, кстати, что в Science используется? Кахир, Кахир, какая-то хер, значит, Legal. Legal, кстати, видите, снижается совсем, что нафиг никому не нужен. Такая Finance. Это тоже, кстати, интересно, чем люди заняты. Вот мы берем все категории, не берем последнюю неделю, ясно дело, что... Но вот он рост. И здесь стабильно. Все программируют. Вот. Все мощно программируют. Маркетинг. Маркетинг, кстати, ну, какие-то вот были вспышки непонятные, но так. Маркетинг SEO. Занимаются люди. Технологии. Печаль. Хотя, ну, непонятно, почему так совсем мало. Science. Science используется. Переводы. Вот они, переводы. И лучше, чем Gemini Flash 8-миллиардный, ничего лучше не придумали. Legal как-то снижается. Finance. Ну, есть использование. Health. Только начали. Trivia. Я не знаю, что такое Trivia. Металлама. Академические дела тоже хорошо используются. Ну, тут что-то все вперемешку. Короче, если мы говорим про программирование, все, вот вам ответ. Один ответ. Это, да, есть ускорение GPT туда-сюда. Вот тут что-то выросло на 578, но это как бы это топ этой недели. Трендинг. Понятное дело, только выпустили. Трендит.
А, Антрофика вообще где он тут? Вообще нет. Странно. Ладно. Топ этого месяца. Вот он, топ 923. Топ сегодня, пожалуйста, все. Да, кто-то пытается что-то взлетает, что-то падает, но надо понимать, что от миллиарда использованных токенов Google, Gemini Flash и Claude. Все, топ this week. Claude, Gemini. V3 где-то вот здесь 452 миллиона, DeepSeek 495, ну то есть одинаково. И даже Хайку используют больше, чем DeepSeek. Понимаете? Потому что DeepSeek попробовали все, вот он, вот его пробовали. Где он тут начинается? Вот он, да, вот он пошел. С декабря. Вот он DeepSeek 2.8, DeepSeek 1.5, DeepSeek 2, DeepSeek 2. Пэк. Уже с последней недели января уже DeepSeek вон он 696. А теперь 544. Ну, совокупно он миллиард накапливает, да, совокупно накапливает. Но вы, как видите, история такая, то что основные LM для программирования это только Claude и вот еще вспомогательное, что-то есть вспомогательное, надо смотреть, что это такое. Что такое вспомогательное? Мистраль, Qwen 2.5 кодер, но они, честно говоря, это такая история, там, наверное, в каких-то узкоспециализированных, или давайте так, их могут использовать прям, ну, настоящие кодеры, прям вот реальные программисты, которые четко понимают задачу и четко понимают, умеют сами кодить, править и запускают эти версии там они в разы дешевле, да, либо вот здесь используют, либо в каких-то приложениях используются, да, по API. А чаще всего народ, ну, если комп хороший, могут и локально все это ставить, потому что DeepSeek можно ставить локально. Но в части API LLM провайдера, вот она картина, чтобы вы понимали. Так, ну чего тут у нас? У нас опять что-то в очередной раз починено. Предложен как чинить. Сейчас посмотрим. Я к чему? Я к тому, что если мы сейчас не починимся в рамках соната, то можно сходить либо к Гуглу, либо к Дипсику и спросить у них, а что делать-то? Что делать? Пум-пум-пум, камон, камон, камон.
Ой, главное, чтобы он ничего не запорол, а то будет печаль, конечно. А, вот видите. А, нет, это ладно, это мы не туда уперлись. Окей, не самое страшное. Пам-пам-пам. Вот очень странная тема. Мы упираемся в какой-то рейд-лимит. Откуда он берется, я не понимаю. Очень странно. То есть с учетом того, что типа у нас бесконечные запросы, но, видимо, в рамках API действует какая-то ерунда. Не знаю. Это, конечно, не очень хорошо. Ну да ладно. Пойдем воспользуемся этой историей. В конце концов. И если сейчас не поправится, то надо, кстати, с этой темой разобраться, почему так происходит. Очень странная история, очень странная.
Пойду-ка я строчну что-нибудь в клайн. Видите, потребление бешеное на самом-то деле. Так, а такой темы нет. Давайте так и напишу. Exceed on Copilot, Copilot LM. Кстати, ну давайте так, там тут выньте. Так, client version, client, сейчас. Посмотрим, что они нам расскажут. Но, кстати, не факт, что они там ответят вообще даже сегодня, фиг знает. Но заметьте, по changelog они не пишут, конечно, даты, но очень хорошо развивается проект, очень классно. Поэтому
Как обойти, кстати, так, ну и что тут сейчас посмотрим, что тут у нас, compiled, сейчас глянем. На 303 порту, оп, значит стартинг, она даже еще не запустилась, поэтому сейчас посмотрим. Вообще запустится, не запустится, какие у нас истории. Кстати, как вот обойти тему с невозможностью в Copilot загрузить фотку? Есть некий workaround. Сейчас. Где он тут был? Ага. Сейчас продемонстрируем. Так, почему оно не запускается? Короче, берем чат GPT обычный, берем необходимую нам фотографию, копируем, вставляем сюда и прописываем небольшую историю. Detail for оп. Мы говорим, сделай четкое углубленное описание того, что ты видишь на картинке в мельчайших деталях для AI-кодера, чтобы понимать, что и где конкретно должно быть расположено на экране приложения. Добавь зависимости размеров и конкретные места размещения и аспект ratio, ну, типа, кто, как, что к чему относится. Будь, насколько это возможно, аккуратен. Ну и все. Тык. И теперь мы ждем, что он там нам предоставит. Так, тут что у нас? Task completed, but we have some problem.
Yes. Тык, тык. Пускай подумает. Так, а мы где? А, мы опять на VS Code. Ну ладно. Почему мы оказались на VS Code? Потому что в плане добавлена функция, то что когда вы переключаетесь между plan и актом, сохраняется последняя использованная модель. Это к тому, то, что это косвенно нам говорит о том, что кодеры, это ведь сделано не просто так, это был, значит, запрос комьюнити, значит, планируют и делают в разных моделях. Вот в чем дело. И, возможно, можно планировать в... А фиг знает, кстати, в чем планировать. Так, что? This year... Delete, тык. Ну, давай. Зачисть все. Сейчас посмотрим. Тык. Да, видите, не грузится. Ладно. Так, что мы получили? Воу. Что это такое? Что-то там, туда-сюда. Аккаунт. On Canvas. Ну, что-то как-то с первого раза товарищ не справился. Давайте поступим по-другому. Дадим то же самое задание нашему другу. Пэк, 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 пэк. И... Оп. Нет, какая-то ерунда. А, вот, да, вот, пожалуйста. Ну, что-то, видимо, был. Пам-пам-пам, парам-пам-пам. Что здесь у нас? From, thin. Input. One, тык. Ну, кстати, вот здесь описание херовей. Почему? Потому что нет размерности. Я же просил размерность. Размерность у нас здесь есть в Клоде. Вот такая вот история. Так, здесь что у нас? Run command. Продолжаем что-то творить.
А видите, act у нас уже в этом, в OpenRouter API. Так, сейчас посмотрим. Сейчас он переустановит все на свете. Так, понятно. Кое-что надо сделать. Воу-воу-воу, что такое? А, он ксикнул, я понял. Ну вот в чем. Да? Или нет? Сейчас посмотрим. А, не, нормально. Так, а что если мы перейдем обратно? Посмотрим, выкинет, не выкинет. Интересно.
Так, итого, опять мы уперлись, да, в лимит. Какая-то, блин, непонятная история. Ну да ладно. Еще фишка в том, то, что так как у меня синк с гитхабом каждого VS кода, получается так, то, что когда я в одном переключаюсь на плен, он и переключает и в другом инстансе VS кода на плен. И, ну, такая бывает качели. То есть лучше идти одновременно либо в плене, либо в экте. Но если у вас что-то где-то идет act, то после того, как вы что-то сделали в плене, в другом, у вас, скорее всего, надо будет посмотреть, там будет автоматическое переключение, и надо будет сделать ретрай. Но это не страшно, но тем не менее. Что-то ужасное происходит. PowerShell так PowerShell. Что-то, видите, он поплыл, короче, товарищ наш. Не-не-не-не-не. Угу. Ну все, давайте npm run dev tick. Ну все, нормально. Порой, видите, порой надо разбить его предложение. Ну вот он предложил и удалить, и запустить, и еще форсировать. Форс вообще какой-то кривой. Удалять нечего, только npm rundev нам по сути понадобился. То есть просто берем его какую-то историю, разбиваем на несколько частей. Так, мы на 3000 порту. Сейчас посмотрим.
Какая-то у нас здесь эти проблемы непонятные. Not function. Ага. Ничего не запускается. Значит, что нам нужно сделать? Нам надо перейти в plan, отдать ошибку. Пускай он подумает. Хотя можно было уже начать следующий чат, потому что... Опять мы встряли, да, с этой историей. Очень странное. Потому что, знаете, как оно иногда почему-то проскакивает. Вот иногда нажимаешь, проскакивает, иногда не понимаю, что это такое, куда оно берется. Фиг поймешь. Ладно, не самый страшный момент.
Так, ну, пум-пум-пум-пум-пум. Ну, теперь мы прям в опасности находимся, честно говоря. Честно говоря. Так, билд туда-сюда. Посмотрим, опять нибудь сейчас солетит в трубу. Ну, не суть. Ой, не, вот это вот, пожалуйста, не надо мне тут. Видите, вот здесь вот сейчас он поехал туда, куда не нужно. Он не увидел вот это сообщение, да? При этом поехал там что-то исправлять, проверять и так далее. Вот это, конечно, глупость. И это надо пресекать.
Итого. Что-то какая-то вот хрень происходит. Да. Во-во-во-во-во. Куда, 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 куда? Стоп. Как только вот он начинает этот let me check, это все. Это значит, что мы куда-то поехали, а вообще не туда, куда надо. И это очень хреново. Поэтому давайте в бэш идем. Тык. Вот это. Вот. Мгм. Так, ну нам остался, по сути, что-то мы подчистили. Оп. Сейчас npm install. Тык-тык-тык. Отлично. npm found. Что-то это значит. И npm run dev. Оп. Какая-то хрень. Что такое? Что это такое? Так, ну чего, давайте рисковать. Да, давайте рисковать и давайте в OpenRouter выберем другого провайдера. DeepSeek. Сейчас я только пойму, какой нам нужен DeepSeek. Так, V3 уже стоит дороговато. Поэтому давайте вот он R1. Seek /seek. Проще вот. Тык. R1 free. Окей, окей, окей. Так, третий порт. Третий порт. Мы по сути отдаем ему проблематику.
Посмотрим. Сейчас, во-первых, может быть, ошибка API резко выскочит, потому что там что-нибудь. Контекст у него 164 тысячи, но в целом это нормально. Этого может хватать на что-то. Ну, посмотрим сейчас.